Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я предлагаю вам рассмотреть божественное устройство нашей планеты, на которой мы живем. Это нужно знать для того, чтобы человек не шел против этого устройства и не занимался саморазрушением. Потому что если вы не знаете законов, законы все равно продолжают действовать, в том числе и законы мироздания. А человек, который их не выполняет, идет против мироздания и занимается разрушением не только мира природы, но и в первую очередь самого человека. А что сломается, как вы думаете, в первую очередь? Устройство Земли или человек? Конечно же, человеки, люди потеряли об этом знание, и они живут не очень долго, имеют множество проблем, которые они сами же своими руками себе и создали, потому что не знают элементарных правил, которые знали прошлые цивилизации. Но уже и современная наука начинает что-то подозревать, и поэтому я предлагаю вам рассмотреть все имеющиеся данные для того, чтобы перестать заниматься саморазрушением. Не только себя, но и окружающей природы. Так как знание этих элементарных процессов, которые знали древние в первую очередь, подробно позволят вам сэкономить и время, и деньги, и здоровье свое, и сохранить и молодость, и увеличить долголетие. Вы скажете, а как это связано? А напрямую. Сейчас важная информация от Романа Карабанова, директора компании «Синтез-Тех». Это Роман, Синтезит. Я хотел бы с вами кое-чем поделиться. Мы давно заметили, что у нас множество отзывов людей, сообщивших об улучшении когнитивных способностей, таких как память, скорость мышления и внимание. Некоторые отзывы очень впечатлили нас. Следующая — ясность ума. Да? Такая вот концентрация такая усилилась. Как начал принимать синтезит, заметил, что эти 5-6 часов теперь вполне хватает для того, чтобы я нормально высыпался. А у меня выросла концентрация внимания. Очень легко воспринимается информация, переваривается информация легко. Мне это очень понравилось, и голова ясная, я соображаю. Улучшение работоспособности, ясность ума. Еще в 2019 году мы проводили на мышах эксперимент по анализу их когнитивных способностей с помощью лабиринта. И получили тогда впечатляющий результат. У мышей на 30% снизилось время прохождения лабиринта по сравнению с контрольной группой. Это серьезная разница, с учетом того, что лабораторные мыши являются близнецами друг другу и не подвержены эффекту плацебо. Это впечатляющие данные, и в связи с этим мы готовим нечто очень интересное уже с участием людей. И вы в ближайшее время об этом узнаете. А пока можете проверить себя с помощью простого теста, он будет в ссылке под видео. Принимайте синтезит, проверяйте свои когнитивные способности. Кстати, успейте воспользоваться скидкой 40% по промокоду ТЕСТ. Обратите внимание, перед вами научные данные, которые гласят, что в 20 веке им удалось открыть, что Земля имеет в центре гигантский кристалл, который формирует нашу поверхность, то есть формируется силовой каркас. Этот каркас они назвали силовые линии, наука, и сказали, что имеется 12 точек выхода этой энергии. Именно на этой карте они обозначены синим цветом. И 20 точек входа. Здесь они их обозначили красным. Хотя надо наоборот, на самом деле. Не в этом суть. Суть в том, что они обозвали все это логосом, центральный кристалл, который был известен с древности. А в обратном прочтении так голос Земли нашей. И они, когда начали сравнивать, они узнали, что все эти точки выхода энергии, они совпадают с местами самых развитых цивилизаций прошлого. То есть прошлые цивилизации знали об этих точках выхода энергии, они называли это места силы. Но есть вот эти основные места силы, но эта сетка распространяется на всю поверхность Земли. То есть она фактически формирует и удерживает нашу поверхность в более-менее стабильном состоянии. То есть, где бы вы ни жили, вы все равно живете на этой сетке. То есть, пересечение как раз силовых полей входящих и исходящих энергий, которые идут из центра Земли. Но если это даже установила современная более-менее наука, то что об этом знали древние? А древние знали намного больше, потому что даже зная эти точки, мы можем найти и те цивилизации, которые еще неизвестны, потому что в прошлом Земля была освоена полностью. И даже если эта точка находится под водой, значит там есть мегалитические сооружения. То есть
знаете эти элементарные вещи, уже можно получить множество информации. Но если древние знали, то они как-то должны были передать нам об этом информацию, как бы сохранять, распространять, передавать. И вот перед вами как раз символ Макоши, один из символов Макоши. Ма – это материя, Ко – это яйцо, опять же непроявленное яйцо, которое представляет собой и кристалл, растущий внутри нашей Земли. И когда курица несет в деревне яйца, она кричит Ко. А Ше – это та же самая М, только перевернутая, или буква Т в некоторых интерпретациях. То есть Макош – это проявленная и непроявленная энергия. То есть материя, непроявленная энергия. Если перевернуть это слово, то тоже получится ток. То есть материя и ток, материя и энергия, которая формирует все вокруг. Давайте же почитаем, что же говорят древние. Кто такая богиня Макош? Самая могущественная и самая загадочная богиня славянского пантеона. Ну, эту загадочность мы сейчас решим. Макош есть женское начало нашей земли. То есть Дождь-бог мужское, а Макош женское. Она богиня, творящая судьбу. Она богиня достатка. Не знаете, не будет достатка. Макош богиня земли и всех богатств земли. Кстати, ученые установили, что силовые линии они тяготеют как раз с запасом самым большим полезных ископаемых. Также она богиня подземного царства, царства мертвых. Поэтому для удачных гаданий обращались к богине Макоши. У нее просят дозволения получить совет предков. Мать сыра земля, земля-матушка, родная земля. Другие имена богини Макоши. Родной земле во все времена приносят клятву воины русские. То есть здесь и энергии, и судьба, и материя. Но обратите внимание на символ. Центральная часть системы – это как раз кристалл. Из него выходят 12 потоков энергии, которые мы видим как букву М и букву Ш, смотря с какой стороны смотреть. Можно сказать, что это человек с согнутыми в локтях руками, который вознес их к небесам. Но обозначено все здесь правильно, здесь красный цвет. И видно, что это энергия, которая выходит изнутри кристалла нашей Земли. Но если это так, то должен быть символ, который олицетворяет и 20 входящих энергий в кристалл нашей Земли. Оказывается, он тоже есть. Опять же, это северный символ. Называется оно Великое Солнце. Но обратите внимание, да, есть кристалл, есть 20 точек, 5 раз по 4, это получается 20. Не зря оно стоит на 4 линиях, мы дальше увидим, что это все вместе дает 24. И внутри какой-то символ, который можно прочитать как Око, Охо, Око. Оно же, если его крутить очень сильно, будет похоже на Ожо, то есть Живу. То есть здесь перед нами и Жива, и Око, и Ко. И все это мы видим 20 лучей, опять же, правильного синего цвета, которые говорят, что это лучи, идущие из космоса, которые стабилизируют рост кристалла, но и имеют связь Дождь-бога с другими объектами нашей Солнечной системы. И все это стабилизирует, подпитывает и дает возможность даже путешествовать между этими системами, потому что это есть те легендарные туннели, которые позволяют очень быстро перемещаться и по Земле, и под землей, и по нашей Солнечной системе. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что древние это знали. Мы это знаем, так как это тоже прописано в судьбе, в гороскопах. Потому что, как я уже показывал в предыдущих видео, когда мы описываем космограмму человека по дате рождения, то в одном месте мы проверяем, где же находится 19 планет, ну и 5 ближайших лун, которые к ним принадлежат, в том числе и фантомные, для того, чтобы проверить, какие усиленные характеристики человек получил от этих объектов, если они находились в этом чертоге рождения. То есть, я уже показывал все ссылки на материал, как всегда, в описании. Переходите, знакомьтесь. Строение нашей Солнечной системы удалось подтвердить. Опять же, используя древние данные, древние календари, которые нашла, расшифровала наука. Я просто применил древние данные и показал, что да, 3-9 земель, 27 планет, действительно так есть. Но 7 планет, самые дальние, самые большие по массе, они действуют как ограждение системы от массы, которая может войти или выйти, для того, чтобы система не разбалансировалась. Вот они предотвращают выход этих больших и вход масс. Они чисто именно порубежного контроля. А вот остальные части системы,
это 20 планет плюс Солнце, они как раз работают совместно. И древние это знали, дали описание, все, что как влияет, в том числе на судьбу человека. Потому что все эти энергии, опять же, взаимодействуют с Макошью. Нити судьбы, все это напрямую. Ну, так как мы, например, находимся на третьей Земле от Солнца, 20 минус 1 это 19, плюс само Солнце, вот вам 20 этих лучей, которые входят в кристалл и позволяют работать всей системой. И мы знаем, и как они взаимодействуют, когда и какие характеристики несут. Это уже говорил в предыдущих видео, но кто воспользовался гороскопом, тот об этом уже знает, а кто не воспользовался, ну как это применить в обычной жизни. А в обычной жизни это обязаны были применять во всем строительстве, во всем. Речь идет не только о жилом строительстве, но и техногенном. То есть жилое строительство подразумевает пядевую и саженевую систему для построения гармоничного дома, который вписан в эти силовые линии. И наука знает, что они существуют. Сеть Кури, она называется сейчас, сетка Хартмана. Они знают, что если человек попадает в эти геопатогенные зоны, места пересечения, он болеет и рано умирает. А саженевая система, знания об этих системах позволяли древним предкам встраивать жилые помещения гармонично для того, чтобы они не нарушали, не шли против природы. И я уже молчу про то, что есть спальное место, где вы проводите треть своей жизни. Я делал видео про сон и объяснял, что если вы неправильно спите, то вы треть жизни вместо того, чтобы восстанавливаться, вы тратите на самоуничтожение. Потому что человек тоже большой магнит. Если днем на нас воздействует энергия Солнца, прямых солнечных лучей, то когда ее нет, мы взаимодействуем только с магнитосферой Земли. И об этом прекрасно можно узнать, купив любой компас, поставив его, где север это как раз ваша голова, а юг это ноги. То есть, если вы правильно спите, у вас включаются процессы восстановления, переходите видео, посмотрите, и любой компас поставьте на свое спальное место, и вы знаете, а правильно вы спите или нет. Ну, про сетку Хартмана намного это, конечно, сложнее, но это тоже возможно, плюс там еще задействована и высота. То есть, раньше жилые помещения выше 18 метров не строили из-за энергетики, а техногенные строили, поэтому вы видите высокие пирамиды, но при этом здания жилые, которые по высоте не превышают там 5 этажей. Почему? А потому что все знали принципы функционирования энергетики. Как это влияет на продолжительность жизни, гармонию самого человека. И, кстати, когда мы видим компас, а там 360 делений, это вам большой привет. Вот катастрофа, которая произошла 13 тысяч лет назад, когда количество дней было 360. Тоже как бы мелкая деталь, но она тоже нужно ее знать. Влияние магнитного поля Земли на человека давно известно, его тоже изучали. И что низкочастотное магнитное поле взаимодействует с магнитным полем человека, мы тоже живые магниты. И Земля у нас живая, все, что имеет магнитное поле, оно живое, имеет душу. 50 лет еще назад японский ученый, доктор Накагава, описал новую болезнь, которой страдает огромное количество людей на Земле, и назвал ее синдромом дефицита магнитного поля человека, ведущим к образованию десятков патологических процессов. Ну и как? Жилое строительство изменилось, стали строить с учетом всех этих систем? Нет и не будут, потому что деньги рулят, а вы будете жить коротко и умирать рано, потому что незнание естественных законов мироздания ведет к тому, что поломается быстрее человеки, чем мироздание. И это мы видим повсеместно. Уменьшение продолжительности жизни, уровня здоровья. Передайте большой привет нулевым знаниям и погоне только за деньгами. Тем более в жизни в бетонной коробке. Но об этом мы уже говорили. Давайте перейдем дальше. Потому что богиня Макош и нити судьбы, они ведь связаны. У богини Макоши, по всем легендам, две помощницы. Это богиня Доля и Недоля. Ну, кто из вас знает свою долю, то есть точно известное время рождения. Ведь доля это время. Да, доля это счастье, несчастье. У каждого есть и счастье, и несчастье. То есть это две легендарные красавицы, которые пряли нити судьбы, которые отвечали за счастье и несчастье. То есть народ и говорит не в воле счастья, а в доле. Но доля это прямая связь со временем. Ну, со славянским, конечно, временем. Потому что одна часть это как раз 1296 долей. То есть одна доля это 72 мгновения.
То есть это система славянская времени. Одна часть это то, на что делился час. То есть сейчас у вас час делится на 60 минут, а у славян час делится на 144 части. Это на поверхности Земли. Это тоже надо знать, потому что это связано с долями. То есть точно знать свою долю рождения нужно для того, чтобы получить максимальные характеристики от рождения. То есть если вам в роддоме не написали ваше рождение с точностью до секунд, у вас украли часть характеристик. Вы уже не будете как Бог, живущий на земле. Я встречал только одного человека, который знал точно, с точностью до секунд время своего рождения, и он имел все характеристики, он фактически Бог, живущий на земле. Остальные же лишены этих возможностей только тем, что нет точной времени рождения. То есть маленькая деталь, но влияет на всех. Не знаете, ну что, каждому свое, но можно об этом напомнить. Все можно исправить, и все можно узнать, и все нужно понимать, при чем это здесь. А когда мы понимаем, что богиня Макаш связана с долей, судьбой и со временем, тогда заиграет новыми красками черное солнце. Тоже легендарный символ, но он на самом деле должен быть красным. Потому что кроме черного солнца оно называется центральное солнце. Да, это долгое время этот знак был только доступен высшим жрецам. А почему он был доступен высшим жрецам? А это и есть описание устройства нашей Земли. Те легендарных 12 часов дня, 12 часов ночи, которые существуют в центре пола Земли. И те часы, которыми вы сейчас пользуетесь, они как раз для полостей Земли внутренних. Внутренних же, не внешних. Вот же в чем суть. И что мы здесь видим? Мы видим здесь на этой символе центральное солнце, 12 выходящих энергий красных, которые формируют внутреннюю поверхность пола Земли. Потом идет как бы две буквы Г, это центр гравитации, и тогда уже идет внешняя поверхность. Причем внешняя поверхность движется в одну сторону, а внутренняя в другую. Этим они обеспечивают гравитацию, в том числе и внутреннее солнце. То есть этим обеспечивается гравитация и удержание поверхности. И то, что у нас время течет по-разному. И то, что, например, на поверхности Земли уже славяне считали 16-17 часов. Эти часы еще недавно были на Спасской башне. То есть вот вам какой глубинный этот символ. То есть все обращают внимание на черное солнце, то есть непроявленное, невидимое. Но забывают, что оно же и центральное. Поэтому, когда мы берем часы, которые вы пользуетесь сегодня, на самом деле это часы и описание времени, которое течет внутри Земли. Внутренние часы пола Земли, обратите внимание, вот они, это центр это 6, потом второй круг это 12 часов, они же 12 часов дня и ночи, они же 12 знаков зодиака. То есть это то, что видят и могут наблюдать как бы жители пола Земли, из-за того, что полюса могут открываться. Как бы. А 6 плюс 12 получается Ви, система, которая обеспечивает смену дня и ночи. А уже третий круг это 24. 12 часов дня плюс 12 часов ночи, 24. Казалось бы, может это я придумал. Мы берем символ Вия, а это гигантское веко, которое достает до Земли и обеспечивает смену дня и ночи. И какое у него количество зубцов верхних? 24. А середина 18. Казалось бы, а почему 18? Потому что Ви это числовые значения 2 плюс 8 плюс 8. Или 18. 18 это 9 плюс 9. А 24, 12 плюс 12 или 8 плюс 8 равно 40. 9 дней, 40 дней до сих пор используются в похоронных обрядах. То есть это время подземного мира. Двойка это как бы высокосный год там какой-то, когда она применяет. То есть совпадает ли это полностью? Поэтому я делал видео, где показал, что у нас на поверхности, например, 7-дневная неделя, а внутри пола Земли она 9-дневная должна быть. На поверхности 30-дневный месяц, а внутри пола Земли 40-дневный. То есть вот этот календарь, которым славяне пользуются и до сегодняшнего дня, он как раз календарь пола Земли. И часы у вас пола Земли. Поэтому славяне – дети пола Земли, выхода из праве. Выходцы. Все эти ссылки на материалы в описании. В конце видео будет заставка на целый плейлист. Переходите, посмотрите, где более подробно раскрыта тайна времени. Там и части показаны, эти доли, как они все это связано воедино. А мы продолжим, потому что, оказывается, есть еще более полный символ.
То есть центральное солнце-то описывает строение поверхности, а потом идет 24 руны дождь бога. У славян они так и названы. 24 руны дождь бога. То есть 24 часа. 12 часов в день, 12 часов в ночь. А еще выше, еще один какой-то символ. Уже понятно, что если у нас центральное солнце, черное солнце, это принципы формирования нашей Земли, то есть же еще магнитосфера Земли. Поэтому этот знак какое-то отношение должен к магнитосфере Земли иметь тоже. Правильно, это рубежник, сакральный символ солярного порядка, который наши предки почитали особо. Этот знак считался прерогативой жреческой волховской касты. Рубежник имеет особую энергетику, которая символизирует вселенский рубеж или границу между мирами. 100%. Это граница между Землей, ее магнитосферой и космосом. Ну, это если смотреть с нашей стороны, если смотреть с космоса, это будет Рысич. То есть просто направление рассмотрения символа другое. Рысь считалась священным зверем бога войны Перуна, а магический символ Рысич олицетворял собой тайные знания, мудрость и стремление к познанию мира. Теперь, кто смотрит это видео, получает мудрость и стремление к познанию мира, потому что мы понимаем, что я уже делал видео, где разобрал и показал, почему дождь бог у нас Тарх Перунович. То есть дождь бог — это дождь бог, который дает дождь при помощи живящей силы, это центральное солнце. Тарх — это поверхность Земли, которая сформирована как раз излучением Ра, идущим из космоса в том числе. А Перунович он назван, потому что Перун влияет своей магнитосферой на нашу магнитосферу. А Ович — это как раз магнитосфера Земли описана. Частоты, равновесие. О, как бы это центральная часть Земли, а В — это как раз ее магнитосфера. То есть вот эти знаки: порубежник, Рысич, смотря с какой стороны смотрите, то и получаете. То есть соответствует ли это полностью? А прежде чем продолжить, напоминаю, опять же, если мы читаем русские сказки, Елисей обратился сначала к солнцу, потом посоветовался с месяцем, затем обратился к ветру. Почему? А все это живое, все это видит, что происходит у нас на Земле, все это всевидящее око. Ну, раз мы это знаем, то тогда мы можем раскрыть еще один сакральный символ. Перед вами икона всевидящего ока. Кон — это как раз центр мироздания, этот круг. Что мы видим? О чудо! У нас в центре сидит дождь бог. Ну, центральное солнце, все верно. Потом от него он в красную одежду одет, то есть выход этих женских энергий. Что-то новенькое появилось, зеленый цвет. И внутри как бы дождь бог имеет зеленый оттенок. 4 глаза. Опять же, это око, но связано это с магнитосферой, с Велесом, потому что в глаза как бы энергия входит. Стрелять глазами могут единицы. Энергия вошла, то есть это вход космической энергии. Поэтому внизу рот, как бы выход космической энергии, которая опять входит через глаза, через верхнюю часть. Что мы дальше видим? Это как раз часть внутри нашей полой Земли. Потом идет поверхность внутренняя и внешняя, которую держит женщина, у которой руки подняты вверх. То есть красная стрелка — это кто? Так это ж Макаш. Женская ипостась нашей Земли. То есть дождь бог мужская, Макаш женская. Кто такая Макаш? Явный женский архетип создателя мира, Великой Матери. А кто мужским выступает и архетипом как бы космической стороны, с космоса? Выступает Сварог, супругом которой она является. Что мы здесь видим в описании к этой иконе? Вокруг Саваофа внешнее кольцо с текстом: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнен небо и земли, слава твоей». Саваоф, ну, конечно, трудно понять, что это Сварог, но мы постараемся. Саваоф — это титул, выдвигает особенное свойство всемогущества, образ которого заимствовал от воинства. Это имя означает как Господь воинств, так и Господь воинств ангельских, то есть высших сил. Перед нами еще одна икона, где мы видим Сварог как бы держит дождь бога, а дождь бог держит Логос. Ну, это легендарный как раз кристалл. То есть почему дождь бог как бы имеет родственную связь и с Макашем, и со Сварогом. Все эти связи как раз и даны показать, что мы напрямую связаны. А вот как у славян это выглядит изначально. То есть вот он Сварог, вот он его Сварожий крест над ним. Верховный владыка вселенной, родоначальник светлых богов, или как его называли славяне, великий старый бог, прабог, в отношении которого все другие стихийные божества — это его дети.
То есть младшие боги, от него произошедшие, от него родились боги солнца, молнии, облаков, ветров, огня и вод. Все боги от него. Почему? Так потому что это наш как раз звездное скопление. Это и есть Сварог. То есть он как раз отец всех воинов, ратичей, в том числе в первую очередь небесных. Он небесный кузнец, а кузнецы это первое дело для русского человека. Потому что русский человек не просто кузнец своего счастья, но и кузнец оружия, которым защищали рода. Поэтому в первую очередь, что было самое мощное у славян? Вооружение. Всегда так и было. Просто, но эффективно. И было так всегда и будет, потому что наш прародитель, он Сварог. И кузнечное дело всегда стояло первым. То есть у Сварога множество детей, но тут же он для поддержки земли, Сварог вместе с мировой уточкой создал юшу змея. До этого, как опытный образец, был сотворен черный змей. То есть это как раз стоячие волны. Вот как описывается создание Дачбога. Сварог бил по камню, которое принесла русалка Рось, чтобы у нее родился сын от Перуна. И когда Сварог бил по камню, то сыпались искры яркие во все стороны. Из этих-то искр и родился Тарх Дачбог. Поэтому доподлинно неизвестно, кто его настоящий отец, Перун или Сварог. Вот откуда эти разночтения, то есть мужские ипостаси, ну, поймите правильно, Перун, он влияет магнитосферой. Перун не мог родить самого Дачбога, но он мог помочь Дачбогу по-братски, так, своей братской связью через магнитосферу сформироваться. В первую очередь магнитосферу, а это тянет за собой образование поверхности, то есть устойчивое образование системы. То есть, разбираясь с этим, мы можем понять, кто кому какой родственник. И русалка говорит нам о том, что, скорее всего, образование планет идет как раз через жидкие формы. Отсюда рось, роса, как бы русалка, то есть связь с водой, с жидкостью. А потом уже все остальное дообразовывается. Поэтому славяне дети Дачбога, внуки Сварога и правнуки Вышиня. Вот вам все наше звездное скопление. Это и есть Сварог. Обратите внимание, в центре это и есть небесный рог. То есть там, где нет беса. Там у нас сама Земля, это Дачбог, потом идет Ярила Солнца. Но мы все часть одной системы, и Перун там. То есть все мы дети все равно Сварога, потому что мы часть этой системы, она нас породила. Но у Сварога была аж еще одна жена, как бы, где женская ипостась, Вселенная, именно Вселенная, не просто нашей Земли, а Вселенная. Непосредственно в создании человека принимал участие Сварог и Лада, которых часто называют небесным отцом и матерью, не просто земным, а небесным. Именно от их брака родился Дачбог и другие сварожичи, впоследствии с помощью своих родителей вдохнувшие жизнь в человека. То есть, что мы видим? Перед вами крест правильный, цветной Лады Богородицы. И опять же, мы видим центральную часть креста, это кристалл красной выходящей энергии, но его держат. Его держат синие энергии входящие и подпитывают как бы зеленые энергии. Теперь должны мы понять, ну синий понятно, это космос, как бы другие планеты, Земли. А вот зеленый, красный как бы тоже понятно, это уже Макаш. Матушка Лада пользовалась особым почетом у славян. Девушки называли любимого Лада, а мужчины именовали жен Ладушкой. Лада – одна из богинь славянского пантеона наряду с Макашью и Лелей, которая олицетворяет женское начало. То есть женская ипостась рода – это и есть Макаш, супруга Сварога. Она же матерь всех богов, она же роженица, матерь-родиха, помогает при родах, а также богиня изобилия, созревания урожая и плодородия. То есть как бы лад в семье и вообще лад во всех делах. Но Макаш мы уже знаем, Ладу мы уже поняли. Леля. А что нам даст вот это понимание Лели? Как бы потому что у Макаш есть и такой символ, тоже зеленый. Она в некоторых источниках вылысыня, то есть связана с вещим лесом в том числе. Древнеславянская богиня судьбы, плодородия и семейного очага. В ее руках сосредоточены нити жизни всех существ, в том числе и богов. Макаш также почитается как богиня гаданий и волшебства, покровительница священных колодцев. Макаш, или как ее иногда называют великая ткачиха, держит в руках полотно мира, на котором из нитей жизни она сплетает замысловатые узоры. То есть, ну и у Макаши есть зеленый как бы символ. А теперь мы переходим к Леле. Оказывается, это та легендарная луна, которая по ведам погибла 112 тысяч лет назад. У меня есть все видео, которые действительно это подтверждают.
И что мы видим? Символ Лели, как бы сама центральная кристалл, который был в оболочке, то есть сама Луна. Да, она опять же близка к яйцеобразной форме, опять же она имеет зеленый оттенок. То есть вот эти все зеленые связи, это связь наших лун с Дачбогом, которые связаны напрямую. Вот почему зеленый цвет. То есть Леля богиня весны, девичьей любви, искренности и красоты. Дочь Лады, сестра Живы и Марены. Ну а Жива это центральная часть опять нашей Земли, где и структура Мара, Марена. Скорее всего через нее она и соединялась как бы силовой линией с нашим как раз Дачбогом. Ее металл, кстати, серебро, дерево береза, то есть особо почитаемое на Руси. А вот звенчатый крест Дачбога, то есть символов много, и все они описывают те взаимодействия, которые происходят внутри нашей Земли. То есть выходы энергии, входы. Входы как раз будут зеленые, потому что связаны уже с лунами. И что мы находим? Еще один набережный символ. Лунница Макаш. Ну, скорее всего, он должен быть все-таки зеленого цвета, потому что это связь как бы красного, зеленого. Это лунница, один из самых популярных оберегов на Руси. Изображалась в виде нарастающей луны. Считают, что лунница оберегает женское здоровье и помогает в природах. Лунница Макаш объединяет символы земли и неба. Плодородие, талантливое ведение хозяйства, прибыль, удача, материальное начало. Его проявление в мире яви и интуитивное знание божественной сути. Все это нашло отображение в обереге лунница Макаш. Опять же, вот она вся связь. То есть мы теперь видим полное строение системы. Дачбог Тарх Перунович, который создал Итар, который связан и со своими лунами, но в завершении описания этой системы нужно вспомнить и легендарные миры. Я делал уже миры как раз Славь, Правь, Навь, делал это видео, перейдите, посмотрите подробно. Но опять же мы видим это мировое древо, где верхние ветви древа это Славь. Потом идет мир Яви, там где мы живем с вами, это как раз явный мир. Под нами темная Навь или Аид, пекло, а еще ниже идет светлая Навь или чистилище, где души очищаются, прежде чем попасть куда? В центр системы или в полую землю, или Правь. То есть это я показал, выстроил, почему это так, все это описал, перейдите, познакомьтесь. А Дачбог это внутренняя часть Земли, внутреннее Солнце. Стоячая волна как раз это цепь золотая или змей, это Тарх, а Перунович это как раз связь нашего магнитного поля с Перуном. Почему у нас орел вверху? Почему у нас в основе древа это змей? В середине волк, символ воли. А по бокам луны и солнца, то есть связь со Вселенной. Зачем это нужно знать? Потому что, чтобы вы поняли, что мы православные. Именно из-за того, что связаны с полой землей и с космосом, и магнитным полем. Хотя живем мы в Яве. И когда мы это будем знать, нам будет легче понять, как путешествуют наши души, как это колесо сансары создано, вот эти подземные загробные миры. Потому что без этих знаний невозможно перейти к путешествию души в загробные миры. Откуда мы приходим, куда уходим, и как куда возвращаемся, и что получаем за свои деяния. Поэтому можно почитать, опять же, описание Юша-Змей, кто он такой. Это он же Юша-Змей, он же Пантон для Земли считается, пекельный бог. Ну, это стоячая волна как раз это, которая обеспечивает эту золотую цепь или нашу поверхность, внутреннюю и внешнюю. Она тоже нужна. Создан Сварогом мировой уточкой, вот кто его создал. Вероятно, владелец глубины царства минералов. Вполне возможно, всеобщий морской царь. То есть связь в том числе и с водой, потому что вода нужна, чтобы это все охлаждать, плюс метан. Деятельность – это огромный змей. Он фактически является гарантом стабильности нашего мироздания. Это он не позволяет смешаться миру и его изнанке, материи и антиматерии, то есть подземной земли и наземной, то есть полой и поверхностной. Причем в данном контексте под миром не только явь понимается, но и все остальное, то есть реальные миры Нави, Прави, Слави, то есть это описание нашей Земли. То есть если уйдет эта стоячая волна, то, конечно, все перемешается, не будет ни поверхности, ни внутренних полостей, ничего не будет. Но он опять же сформирован Сварогом. Ну и нашей Землей в том числе. То есть без него никуда, хотя можно считать его как бы негативом. Ну и описание матери Сва, покровительницы Руси. Она мать русская, матери Сва Слава, мать Руси. То есть она Дух Божий, род выпустил из своих уст, то есть первоначальная богиня. От Сварога у нее
и сын Вышень, дочь Азовушка. Может превращаться в вещую птицу Гамаюн. Опять же, символ птицы связан со стихией воздуха, то есть то, что над нами. Вот она где-то, славь, сва и небеса, соответственно. То есть это как бы защита, защитная броня с крыльями в виде щита, то есть магнитный щит она олицетворяет. То есть у нее нет оружия, кроме щита, она защищает нас от излучения. Ее сила заключалась почти в волшебном вербально-магическом слове. Она всей душой напоминала русским об их славном великом прошлом и зовет их на новые ратные трудовые подвиги. Даже в очень трудный час не оставляет слава их одних и сама с яростью набрасывается на врага, предвещая русам победу. То есть вот откуда и награды славы, и сама слава. То есть это прародитель, это то, что записано в генокоде каждого белого человека. Напоминаю, повторение мать учения, новая информация никогда сразу не запоминается, поэтому посмотрите ролик много раз, а если считаете его нужным, даже скачайте себе. А то вы знаете, происходят такие чудеса, что ролики важные иногда пропадают в системе YouTube. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании, но их будет множество, поэтому размещу то, что смогу. Тема актуальная и во всех аспектах проявлена. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.